3 дня. Всего 3 дня отделяли меня от старта главной гонки моей жизни. Я был в лучшей форме за всю карьеру. Я был быстрее, чем когда-либо. И потом, я ничего не помню. Четырехкратный чемпион мира, трехкратный участник Олимпийских игр, обладатель мирового рекорда Ironman и человек, который сломал шею, но вернулся в триатлон. В этом выпуске мы рассказываем полную историю Тима Дона, одного из величайших британских триатлонистов в истории. Меня зовут Николай Ярмоцик, вы на канале On Your Mark Triathlon News. Тимоти Филипп Дон родился 14 января 1978 года в Айлворте, тихом пригороде западного Лондона. Его отец Филипп Дон был профессиональным арбитром премьер-лиги. Спорт в семье был не просто хобби, это был язык, которым говорили за ужином, способ мерить себя, это был ритм жизни. С раннего детства Тим плавал, но сердце его всегда принадлежало бегу. В молодости рядом с ним тренировались великие кенийские бегуны Даниэль Комен и Пол Тергат. Имена, которые войдут в историю легкой атлетики. Для 14-летнего Тима это была не просто мотивация, это была школа мирового класса. Прямо у порога дома. Когда ты с 14 лет тренируешься рядом с лучшими бегунами планеты, ты либо ломаешься, либо становишься другим человеком. Тим Дон и стал другим человеком. 14 лет. Его лучший друг, будущий олимпиец Стюарт Хейс, уговорил Тима выйти на старт местного дуатлона. Формат простой: бег, велосипед, бег. Никаких особых ожиданий. Просто попробовать. Результат поразил всех. Тим финишировал в первой шестерке и немедленно получил приглашение в сборную Великобритании на чемпионат Европы в Финляндии. Там он занял 4-е место. В 14 лет 4-й в Европе. В 1998 году Тим Дон выигрывает свой первый мировой титул. Лозанна, Швейцария. Чемпионат мира по триатлону среди юниоров. Тиму 20 лет. Он выходит на старт, проходит все 3 дисциплины и первым пересекает финишную черту. Чемпион мира. Первый мировой титул завоеван. Именно в Лозанне, городе, с которым его судьба свяжется еще раз, но уже 8 лет спустя, и на сей раз в взрослом элитном уровне. 2000 год, Сидней. Олимпийские игры вошли в историю как первые, на которых триатлон появился в программе. Кстати, посмотрите это видео у нас на канале об этом старте. Тиму 22 года. Это его первый олимпийский старт, и он проходит в одном из красивейших городов мира. Итог: 10 место. Время: час 49:28. Для дебютанта Олимпийских игр отличный результат. Тим входит в элиту мирового триатлона. Мир запоминает его имя. 10 место на первой же Олимпиаде. Для некоторых это потолок, для меня точка отсчета. Именно так он сказал про свой результат в Сиднее. 2002 год. Тим Дон добавляет к своему послужному списку 2-й мировой титул, на этот раз по дуатлону. Чемпион мира в 2 дисциплинах. Его универсальность уже в этот период поражает специалистов. К этому времени он полноправный профессионал. Тренируется с элитой британского триатлона. Компания Oakley заключает с ним спонсорский контракт еще в 1998 году и не расстанется с ним на десятилетие. Афины 2004 года. Жара под 35 градусов. Исторические улицы Греции. Вторые Олимпийские игры Тима Дона. Итог: 18 место. Время: час 54:42. Для многих это было бы достижением, для Тима шагом назад. Он знал, что-то пошло не так. Дело не в физической форме, дело в тактике, в голове, в опыте. После Афин я спросил себя честно, чего мне не хватает? Ответ был прост. Мне нужно стать умнее как спортсмен. Сильнее я уже был.
3 сентября 2006 года Лозанна, тот самый город. Первый мировой титул был завоеван здесь 8 лет назад. Теперь Тим вернулся за взрослой короной. Его главный соперник в финале Хэмиш Картер, нам уже известный новозеландец, олимпийский чемпион, авторитет мирового класса. После плавания Тим шел в лидирующей группе, затем отстал на велосипедном этапе. Казалось, шансы потеряны. Но на пятом круге из 6 он в одиночку, без тактической поддержки, начал возвращать разрыв. Вернул, обогнал, ушел. Через несколько недель после триумфа в Лозанне мировые СМИ облетела новость. Тим Дон отстранен от соревнований на 3 месяца. Важно понимать, нарушение не было связано с применением запрещенных веществ. Речь шла просто о 3 пропущенных внесоревновательных допинг-тестах в течение 18 месяцев. Согласно правилам ВАДА, 3 пропуска – автоматический запрет, независимо от обстоятельств. Здесь нужно объяснить систему whereabouts. Требование спортсменам сообщать о своем местонахождении для внезапных проверок. Так работают правила ВАДА, и это все еще процедурное нарушение, а не применение допинга. Запрет истек 25 декабря 2006 года, но регламент Британского олимпийского комитета означал дополнительные ограничения. 25 мая 2007 года апелляционная комиссия Британии очистила таки имя Тима и подтвердила его право участвовать в будущих Олимпийских играх. Комиссия критиковала его за бесспорную небрежность, но признала, умысла в этом не было. Ни единого грамма запрещенных веществ, ни единого. Ответом на все тяжбы и временный бан была победа. 5 августа 2007 года на лондонском триатлоне Тим Дон возвращается на трассу в родной город перед своей публикой. Финишное время 1 час 42 минуты 1 секунда. Победа. Чистая, неоспоримая победа. 2008 год. Пекин. 3-й Олимпийские игры Тима Дона. Он в сборной, несмотря на всю полемику вокруг его возвращения после дисквалификации. Гонка не сложилась. После плавания 48 место из 55. На велосипедном этапе он вышел за пределы регламентного времени и был снят с гонки. Позднее британская команда признала, он был болен накануне старта. Температура, слабость. Но ты не говоришь нет Олимпийским играм. И Пекин так и остался незавершенной историей Тима Дона. После Пекина Тим Дон сделал то, что делают настоящие чемпионы. Он не ушел, он перестроился. В 2010 году Тим Дон выигрывает этап мировой серии ITU. Призовой чек составил $200 тысяч. Крупнейший в истории триатлона на тот момент. Здесь надо сказать, что триатлон никогда не был избалован огромными призовыми и гонорарами. Лишь в последние годы они выглядят неплохо, но это еще надо постараться выиграть у современных киборгов уровня Кристиана Блюменфельда. В 2012 году Тим Дон объективно один из сильнейших британцев в триатлоне. Но отборочная система на домашнюю Олимпиаду в Лондоне была построена иначе. Федерация выбирала тех, кто поможет братьям Браунли завоевать медали. Тим Дон на тот момент был 3-м британцем по рейтингу. В состав не попал. Место в команде занял Стюарт Хейс, тот самый, кто 20 лет назад привел Тима в спорт. Судьба умеет выбирать слова. Стюарт заслуживал того места. Он мой лучший друг в спорте. Но это не значило, что мне не было больно. Домашняя Олимпиада без тебя – особая боль. 2014 год. Майорка, Испания. Тим Дон дебютирует в формате полного Ironman и выигрывает гонку с первой же попытки. В мировом триатлоне это редкость. В этом же году бронза на чемпионате мира Ironman 73. Переход в длинный курс подтвержден. Это не эксперимент, это уже его новая глава. 28 мая 2017 года, Флорианополис, Бразилия. Чемпионат Южной Америки Ironman. Тиму 39 лет. Большинство профессиональных триатлонистов в этом возрасте уже думают о завершении карьеры. На середине велогонки команда закричала ему, что отрыв от 2-го места 10 минут. На 10-м километре бега уже кричали: «Ты можешь побить рекорд». Он не знал насколько. Секунды, минуты. Он просто продолжал бежать. Итог – победа с мировым рекордом. 7 часов 40 минут 23 секунды. Улучшил предыдущий рекорд на 4 минуты, который принадлежал Лионелу Сандерсу. Победа, которая позволила свободно отобраться на кону, да еще и с действующим мировым рекордом.
Октябрь 2017 года. Остров Гавайи. До старта Ironman World Championship 2 дня. Тим в лучшей спортивной форме в своей жизни. Мировой рекорд уже у него в кармане. Он выезжает на утреннюю тренировку по шоссе. Той самой дороге, по которой через 48 часов он должен был гнать на велосипеде 180 километров. Грузовик. Удар. Тим лежит на асфальте. За ним случайно ехал австралийский любитель и по профессии врач. Он остановился, оценил ситуацию и категорически запретил кому-либо двигать Тима до приезда медиков. Это решение, возможно, спасло Тима не только от паралича, но, возможно, и от смерти. Когда все спортсмены ставят свою подпись в стартовом протоколе, Тим Дон этого сделать не смог. Второй шейный позвонок, один из самых критичных в позвоночнике. Именно через него проходят нервные пути, контролирующие дыхание, движение рук и ног. Перелом С2 в большинстве случаев смертельный или ведущий к параличу. У Тима Дона была нестабильная форма перелома. Здесь 3 варианта. Первый – хирургическая операция с металлической фиксацией позвоночника. Второй вариант – жесткий шейный корсет. Это менее инвазивно, но нестабильно. И третий – поставить нимб. Металлическая конструкция, буквально ввинчиваемая в череп. Нейрохирург Болдерского госпиталя, доктор, предложил все-таки нимб. 4 металлических болта в череп, 3 месяца полной фиксации, жилет, прикрепленный к черепу с жесткими металлическими стержнями. Что такое нимб? Я не знал. Потом объяснили. 4 металлических болта в голову. На 3 месяца. Я спросил, а побегать смогу? Доктор посмотрел на меня, как на сумасшедшего. 3 месяца. Тим не мог нормально спать, только сидя или в полусидячем положении. Первые недели на тяжелых обезболивающих. Не мог помочь с детьми, не мог одеться сам. Жена Келли стала его руками, ногами, медсестрой и психологом одновременно. На 8-й день после аварии спонсоры компании On Running приехали к Тиму домой с идеей документального фильма. Они видели в этой истории нечто большее, чем спортивная трагедия. Они видели историю о стойкости, о выборе, о том, что значит не сдаться. Как объяснить дальнейшее, что делал Тим Дон, я, честно, с трудом понимаю. Тим начал двигаться через боль. Сначала пешие прогулки, потом осторожный бег трусцой. Вдумайтесь, бег трусцой в металлическом корсете с нимбом, в металлической конструкции, вкрученные болты в череп. Вы себе можете такое представить? Пойти на пробежку с вкрученными болтами в череп и висящей металлической конструкцией на плечах. Но вот на секунду, представьте, как это. Первый раз, когда я снова побежал, просто трусцой, медленно, с этим нимбом на голове, я почти плакал. Не от боли, от того, что я снова двигался вперед. Апрель 2018 года. Ровно 6 месяцев с момента аварии. Нимб снят. Посмотрите на эти кадры, они действительно поражают. Oh, that's going tight. Something's going tight on the front left. It's off. Oh, yeah. Oh. Really? Yeah. Oh my god. You guys have no idea. И вот Тим Дон стоит на старте бостонского марафона, одного из самых престижных марафонов мира. Нью-Йорк Таймс, BBC Sport, CNN, все пишут о нем. Вопрос один: как человек со сломанной шеей может бежать марафон через полгода после аварии? Финиш. 2 часа 49 минут 42 секунды. Октябрь 2018 года. Кона, Гавайи. Ровно год после аварии. Тим Дон стоит на старте Ironman World Championship на том самом шоссе, где все произошло. И Тим Дон таки ставит свою подпись в стартовом протоколе. Он финишировал. Нет, не на подиуме. 56 место, но он финишировал. И это было его личной победой, победой его семьи, победой над всеми, кто не верил, что так возможно. Rather reach for something that's very high, and you know what they say, you reach for the stars, you don't make it, you'll still be in heaven. Mr. Tim Don! One of the most amazing comeback stories. За всей историей рекордов и нимбов живой человек. Семьянин, отец, муж. Жена Тима, Келли, во время всего периода восстановления держала семью вместе. 3 месяца без нормального сна. Ежедневная обработка мест крепления болтов нимба.
двое маленьких детей и муж в металлической конструкции на голове. Сегодня Тим Дон — это один из самых уважаемых тренеров в мире длинного триатлона. Его платформа TD Coaching работает на 3 принципах: последовательность, коммуникация и результат. Параллельно он выступает с мотивационными лекциями по всему миру. Корпоративные аудитории, спортивные организации, университеты. Темы выступлений — мотивация, стойкость, управление кризисом. Эта история не только о триатлоне. Это история о том, что значит встать в тот момент, когда всем это кажется уже невозможным. Это был канал On Your Mark Triathlon News. Спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся в следующем видео.